Всем привет! Сегодня у меня видео посвящено розе. Розе, которая перерастает в шиповник. И если ее не спасти, не убрать поросли шиповника, то куст розы погибнет. И на месте этого куста будет расти, цвести и развиваться шиповник. Из всех роз, которые у меня есть, которые я приобретала в питомнике, вот одна роза у меня проблемная. Это роза императрица Фарах. Куст хорошей розы, большой, но с двух сторон растет поросль шиповника. Как определить, где стебли розы, а где стебли шиповника? Сначала определяем по окрасу листьев. Листья у розы с красноватым оттенком. У шиповника листья ярко-зеленые. И они немного мельче, чем листья розы. Если у розы вот такие листья большие, то у шиповника меленькие. Второй признак, как определить, что это поросль шиповника. По колючкам. У розы колючки мощные, крупные. У шиповника мелкие, и их не очень много. Почему так происходит? В основном все розы привиты на подвой шиповника. И так как шиповник это дикорастущее, сильное, мощное растение, если сделана неправильно прививка, то поросль шиповника, конечно же, будет вытеснять куст розы, который начинает расти после прививки. И, конечно же, роза погибнет. И сейчас я буду удалять вот эту поросль. Если ее обрезать над грунтом, она будет продолжать расти дальше. Поэтому для того, чтобы ее убрать полностью, нужно подкопать растения. Вот я докопала до самого корня. Уже видно, где корешок. И вот здесь, на этом месте, растение нужно будет обрезать. Обрезаю у самого корня растения. Остались таких два среза. И сейчас эти срезы, которые мы обрезали, нужно будет обработать. Обрабатывать я буду йодом для того, чтобы прижечь пенечки и чтобы не распространилась от грунта инфекция по всему растению. И даю ему подсохнуть. После того, как срезы подсохли, присыпаю грунтом, засыпаю место прививочки, делаю над прививочкой такую горку, чтобы прикрыть место срезов. Все, кустик обновили, сейчас он будет расти. Поросль шиповника уже тянуть питание с него не будет. Вот такая, смотрите, такая огромная поросль. Этим нужно было заняться раньше, но я как-то не обратила сразу же на это внимание. И дальнейший уход. Пока дня 3-4, можно неделю растения не поливать, чтобы ранка на растении зажила, чтобы растение само затянуло место среза. Потом уже можно будет полить. Сначала пролить водичкой и на второй день пролить удобрением фосфорно-азотным побеги
шиповника брали большую часть питания на себя, растение получало очень мало питания. Это видно по листьям, что растение мало получило питания. Если взять здоровый куст рядом, листья зеленые, глянцевые, то это растение, в котором была поросль шиповника, немножко болело. Поэтому подкормить, дать ему затянуть ранку, самому этому растению затянуть ранку, подкормить фосфорно-азотным удобрением, ну и поливать, конечно же, по мере просыхания почвы. Следите за своими розами. В дальнейшем они вас будут радовать своей красотой, своим цветением, своим ароматом. Пусть они у вас не болеют, всегда приносят радость всем. Спасибо за просмотр. Всем пока.